Мечтаешь о переезде за границу? Но как подумаешь, куда податься? Тысячи предложений и все они заканчиваются бюрократическими сложностями? А что если я тебе скажу, что есть страна, где ВНЖ ты можешь получить в течение 2 месяцев, а официальная валюта страны является доллар США? Ну что, заинтересовал? Как я разложил весь Эквадор по полочкам, плюсы и минусы этой страны. Я уверен, многих интересует вопрос о переезде, но он не знает, куда податься и как это можно будет произвести реально. Поверь, с моим 12-летним опытом проживания в Латинской Америке мне есть что сказать. Мой метод схож с полноценным анализом рынка. Я серьезно говорю, именно так я анализировал данную эту страну. Чтобы все стало понятно, я разделил Эквадор на 4 составляющие темы, на самые главные аспекты, которые будут затрагивать каждого мигранта. Первое. Бизнес, трудоустройство и инвестиции. Второе. Язык, культура, стиль жизни. Третье. Локация и города. Четвертое. Миграционная система. Да, обязательно досмотри до конца этот выпуск. В конце выпуска будет для тебя бонус. Тот самый 5-й пункт, который я не указал выше. Итак, начнем с того, что бизнес и деньги. В Эквадоре отлично развит деловой сектор благодаря прямым иностранным инвестициям, приходящие из Европы и северной части Америки. Для полноценного сравнения и анализа я отобрал страны по самым популярным запросам на YouTube. И так получился у меня следующий список. Бразилия, Аргентина, Уругвай и наш Эквадор. Сравним данные Trending Economics по прямым иностранным инвестициям за 2025 год. Надо уточниться, что на данной площадке не все страны отображают свою статистику, и я прекрасно понимаю эту особенность, но это не означает, что не стоит доверять этой платформе. Итак, начнем с Эквадора. Статистика лишь отобразила 3 квартала, последний до сих пор не опубликован. Этих данных хватит для всей нашей первичной аналитики. Всего за 2025 год Эквадор привлек прямых иностранных инвестиций на сумму 980 миллионов долларов США. Но учитывая, что нам неизвестен 4-й квартал, поэтому считаю, можно округлить до 1 миллиарда долларов. На фоне Эквадора теперь сравним Аргентину. Страна за 2025 год всего привлекла 1 миллиард 393 миллиона долларов. В принципе, не стоит удивляться. Возможно, это единственный возможный приток инвестиций за год, так как политика президента Аргентины Хавьер Милея осваивать капитал только через госрасходы и дезинфляцию. Бразилия на этом поле гигант. За 2025 год прямых иностранных инвестиций привлек 77,7 миллиардов долларов. Но здесь надо учесть иные факторы, о которых поговорим позже. Конечно же, Уругвай. Страна вообще отошла в сторону по своим показателям. У нее за 2025 год произошел отток иностранных инвестиций минус 352 миллиона долларов. И судя по новостям, тенденция будет идти в первом и во втором квартале текущего года. Врываясь в сводку, в момент монтажа видео данные об Уругвае изменились. Появилась информация по 3 кварталам: 1, 2 и 3. 4-го нету. И так вышло, что в первом квартале стало минус 613 миллионов долларов, во втором плюс 709 миллионов долларов и в третьем квартале минус 517 долларов. В итоге выходит минус 421 миллион долларов за 2025 год. Это учитывая, что здесь данные только за 3 квартала, 4-го еще нет. Итак, какие следующие факторы, которые нужно нам учитывать для понимания всей этой аналитики? Это доллар. Долларовая экономика. Из всех выше приведенных стран с долларовой экономикой может похвастаться только лишь Эквадор, несмотря на то, что Бразилия является лидером в этой гонке. Следует учесть, хоть Бразилия и имеет преимущество по притоку иностранных инвестиций, размеры территориальной целостности и число населения значительно имеет вес в данном анализе. В Эквадоре при своих нормах достаточно преуспевает в этих показателях. А теперь, конечно, хотелось поговорить бы об инфляции каждой из этих стран. Эквадор за прошедший год в среднем имела инфляцию 1,5%. Аргентина 2025 год закрыла на отметке 31,5%. Бразилия 4,26%. Уругвай 3,65%. Что эти данные нам дают? Когда мы смотрим на Уругвай, мы видим отток капитала. Старые фавориты теряют доверие. Когда мы смотрим на Аргентину, мы видим борьбу и неопределенность. Но когда мы смотрим на Эквадор, мы видим тихую, математически просчитанную экспансию. Почти миллиард долларов
долларов прямых иностранных инвестиций за год в страну, которая в разы меньше своих соседей. Это не случайность. Это закономерности рынка. Что касается Бразилии, это космос. Но для нашего анализа это не конкурент, а индикатор региона. При том, что Бразилия занимает 47% территории от всей Южной Америки. Это надо учитывать. Бразилия лишь подтверждает, Латинская Америка сейчас главный фокус мирового капитала. Эквадор здесь выступает как бутик-отель для тех, кто хочет долларовой безопасности в растущем регионе. Пока все обсуждают переезд в Канаду или стагнирующую Европу, многие не воспринимают Эквадор всерьез, а зря. За увеличением своих капиталов Кремниевая долина уже строит взаимоотношения с Эквадором. Google, Starlink, Amazon считают, что эти гиганты не ошибаются. Они заходят туда, где есть твердая валюта и прозрачные правила игры. Язык и культура. В сфере услуг многие говорят на английском языке, что довольно упрощает адаптацию и ассимиляцию внутри страны. Культура – это микс мигрантов и местного колорита. Опять-таки, жизнь здесь размеренная, сельское хозяйство широко развито. Самое интересное, что я заметил, как и в странах СНГ, у них имеются свои родственники, которые занимаются сельским хозяйством. Практически те же самые бабушки и дедушки, к которым они приезжают на выходные для отдыха и опять-таки получения каких-либо продуктов питания, прям с огорода. Забавный факт. Из-за обилия мигрантов в супермаркетах можно найти практически все. Так недавно я нашел пельмени. Весь Эквадор условно можно разделить на 3 природные зоны. Горный Эквадор – это города Кита, столица страны, Куэнка и Лоха – это как культурные центры. Прибрежный Эквадор – город Гуаякиль. Именно с этого порта вам прибывают бананы на ваш стол. Город Манта – туристический и рыболовецкий город, а также город Салинас – туристический город, особенно для морского спорта. И последняя, третья зона – это тропический зеленый Эквадор, в состав которого входят следующие города: Макас, Тена, Пуйо являются городами-воротами в амазонские джунгли и служат популярными пунктами для экотуризма и сплавов. Думаю, такое раздробление вам даст проще понять страну и ее провинции. Для основного проживания чаще всего выбирают город Кита, Гуаякиль и Куэнка. Здесь основными факторами являются хорошая инфраструктура, потрясающая коммуникативность, ну и, конечно, работа. Миграционная система. Здесь Эквадор может порадовать практически каждого мигранта, желающего получить ВНЖ по упрощенной схеме. Все типы ВНЖ предоставляют право пребывать в стране не более 2 лет с последующим продлением этой визы. Вот основной список таких виз. Виза Digital Nomad для фрилансеров с доходом из-за рубежа. Виза рентиста для людей с пассивным доходом. Профессиональная виза для тех, у кого есть диплом, вуз или колледж. Инвестиционная при вложении в экономику страны. Эквадор – это страна с сильными преимуществами для комфортной жизни. Благодарю, что ты досмотрел именно до этого момента, а теперь обещанный бонус. Тот самый 5-й пункт, о котором я не говорю ранее. Какой может быть прогноз через 5 лет в Эквадоре? Если учитывать все текущие данные, которые указывал ранее, низкая инфляция, поток иностранных инвестиций, долларизированная экономика, Эквадор через 5 лет примерно станет лидирующей страной, имеющей все потенциальные европейские качества. А теперь детально зачитаю конкретный прогноз, который проанализировал ранее. Первый. Статус главного IT-хаба для удаленщиков. Благодаря визе цифрового кочевника и часовому поясу, как в Нью-Йорке, Эквадор через 5 лет станет основным местом базирования для сотрудников американских корпораций. Куэнка и Кита обрастут коворкингами, высокоскоростным спутниковым интернетом, такой как Starlink, а он уже вошел в Эквадор, и прочими англоязычными сервисами. Цена на недвижимость возрастет на 20 или 30%. Второе. Разделение экономики, технологии и агро. Агросектор 2.0. Примерно такое название в голове сообразилось после того, когда начал изучать данные и статистику. Экспорт бананов, кофе и какао никуда не денется, но он станет высокотехнологичным. Дроны и автоматизация придут на помощь. Дальше. Финтех-бум. Тут, конечно, хотелось бы остановиться на таком единороге Эквадора. Да, в Эквадоре есть свои собственные единороги. По крайней мере, один точно имеется. Финтех-кушки. Это платежная система Эквадора, которая распространяется практически уже по всей Латинской Америке. Через 5 лет в Эквадоре будет минимум 3 или 4 официальных единорога. Страна станет полигоном для тестирования финтех-решений, потому что доллар внутри страны снимает валютные риски для инвесторов. Третье.
инфраструктурный скачок. Приток прямых иностранных инвестиций, о которых говорил ранее, пойдет в логистику. Гуаякиль станет еще более мощным портовым узлом. Если текущая динамика сохранится, мы увидим строительство новых платных автобанов и модернизацию аэропортов, чтобы справляться с потоком бизнес-мигрантов. Четвертое. Социальный вызов и безопасность. Это главные риски. Прогноз. Правительство будет вынуждено вкладывать огромные деньги в безопасность, чтобы не спугнуть инвесторов, привлеченных долларовой стабильностью. Пятое. Миграционный фильтр. Сейчас получить ВНЖ в Эквадор очень легко, но через 5 лет, когда поток желающих возрастет, особенно из США и Европы, Эквадор, скорее всего, усложнит все правила для входа в эту страну. Те, кто заходит сейчас, запрыгивают в последний вагон дешевой и легкой легализации. Дальше уже, возможно, будет поздно. Ну и, конечно, подытожим. Эквадор через 5 лет это страна, где будет вестись весь бизнес полностью в долларах. Он уже ведется, он уже идет, и это не остановить. Минимальная налоговая нагрузка для каждого предпринимателя, особенно входившего на старте, что довольно-таки упрощает каждому предпринимателю заняться своей активной деятельностью здесь, непосредственно в Эквадоре. На данный момент я вот примерно Эквадор сейчас расцениваю таким образом. Эквадор как биткоин в 2013 году. Все хотят, но все боятся рисковать. Но что по итогу сейчас с биткоином произошло? Вот точно так же я считаю, что, возможно, Эквадор это и есть тот самый биткоин на сегодня. Подписывайся на канал, здесь будет еще достаточно много интересной информации, которая тебе будет необходима, поверь. Ставь лайки, пиши комментарии. Ждем до следующего выпуска. Пока.